В деревне на окраине глухой тайги Сидоровича знали все. Бывший кадровый военный, человек суровый и немногословный. Его единственным близким другом последние 12 лет был пес, немецкая овчарка по кличке Барон. Пес прошел с хозяином через многое, но старость взяла свое. Барон почти полностью ослеп и плохо слышал. Однажды утром Сидорович не обнаружил верного друга на привычном месте. Калитка была случайно приоткрыта ветром, и старый пес, видимо, почуяв какой-то запах, ушел в сторону леса. 3 дня Сидорович прочесывал окрестности, звал, стучал по миске, но лес молчал. Соседи качали головами. В одиночку слепому псу в тайге не выжить и ночи. В это же время в местное лесничество поступил сигнал от пастухов. В 5-м секторе, совсем рядом с жилыми домами, объявился крупный волк-одиночка. Зверь вел себя странно, не нападал, но и не уходил. Постоянно кружил у старого песчаного карьера. Егерь Сергей, профессионал с 20-летним стажем, взял карабин и отправился на проверку. Ситуация была опасной. Волк-одиночка, потерявший страх перед человеком, всегда представляет угрозу. Сергей выследил зверя по свежим отпечаткам лап. След привел его к глубокому оврагу, заваленному буреломом и поваленными соснами. Двигаясь бесшумно и против ветра, Сергей вышел на край оврага. Волк был там. Огромный серый хищник сидел спиной к егерю прямо у входа в заброшенную лисью нору. Сергей плавно вскинул карабин. Прицел замер на лопатке зверя. Палец начал медленно нажимать на спусковой крючок. Оставалась секунда до выстрела. Внезапно волк издал странный звук. Не рычание, а глухое, почти утробное ворчание. Из темной норы, пошатываясь и натыкаясь на корни, показалась морда старой овчарки. Егерь оцепенел. Он не поверил своим глазам, глядя в оптику. Серый хищник не бросился на собаку. Напротив, волк подошел к слепому барону и начал аккуратно вылизывать его морду, очищая глаза от закисшей пыли. Сергей медленно опустил оружие. То, что он видел, не укладывалось в обычные охотничьи истории, но имело строгую биологическую логику. Волк, изгнанный из своей стаи, сохранил потребность в общении. В старом, беспомощном и совершенно неагрессивном псе он не увидел ни врага, ни добычу. Запах дальнего родственника сработал как природный сигнал. Хищник фактически взял старую собаку под свою защиту. Рядом с бароном лежали остатки лесной добычи, которые волк приносил во враг. Холодными ночами зверь грел пса своим телом, не давая ему замерзнуть. Егерь не стал стрелять. Он тихо отступил и через час вернулся к карьеру на автомобиле вместе с Сидоровичем. Старик, увидев своего пса рядом с волком, хотел броситься вниз, но Сергей его удержал. Сидорович тихо, осевшим голосом позвал: «Барон, ко мне, свой!» Пес вскинул голову, узнав знакомый голос. Он медленно, спотыкаясь на каждом шагу, побрел вверх по склону. Волк в это время стоял на противоположном краю обрыва. Он молча смотрел, как люди забирают его случайного спутника. Когда дверца машины захлопнулась, лесной житель издал короткий вой и мгновенно исчез в густых зарослях ельника. Барон прожил дома еще год. А Сергей с тех пор обходит этот сектор стороной, зная, что в тайге иногда случаются вещи, которые выше охотничьих инстинктов. Это верность и милосердие, понятные даже дикому зверю.